Всем привет! Меня зовут Лена, и сегодня мы будем заниматься тем, чем я не занималась, наверное, уже лет 7. Это рисованием пастелью. Причем не просто рисованием пастелью, а я еще буду пробовать для себя новый материал. Это вот эту вот абразивную бумагу. Она пока бликует, но я ее попозже открою. И также пастель от Nuance и от Невской палитры. Еще у меня есть вот такие вот карандаши от Derwent. Я ими тоже когда-то рисовала, но я это делала очень маленькое количество времени, поэтому, можно сказать, они для меня тоже новый материал. Начнем с распаковки. Наверное, просто распаковки не будет достаточно, и я ее еще протру, так как во время пересылки, точнее даже перевозки, она успела вся испачкаться, плюс еще кот с ней поиграл, поэтому да. К сожалению, она поломалась многое, но, насколько я знаю, для пастели это небольшая проблема. Я еще возьму вот такую вот тарелочку и буду складывать туда уже чистую пастель. Так, первый цвет это у нас Blue Green 14 от Nuance, PB27 и 3 звезды светостойкости. Второй цвет это Yellow 10. Тут вообще 3 пигмента: PY6, PY120 и PW6. Почему я 6 их называю? PW6 и PY6. Тут 5 звезд светостойкости. И третий цвет это Red Earth 1. Интересное название для него. Тут 2 пигмента: PY42 и PW6. Тоже 5 звезд светостойкости. Этот цвет называется Red 2, и тут тоже 2 пигмента: PR48-1 и PY42. Тоже 5 звезд. Название этого цвета Grey 28, но по сути это просто обычный белый, так как он на пигменте PW6. И тоже 5 звезд светостойкости. Он по ощущениям больше всего пострадал. И последний цвет от Nuance это... Даже не видно, что это. Это Black 1. И у него пигмент PBL6. И, соответственно, 5 звезд светостойкости. Получается, из всех 5, даже 6 мелков, которые я взяла, самый несветостойкий это голубой. В отличие от других, у него всего 3 звезды светостойкости. Но я думаю, это небольшая проблема для меня. Ой, черный прям такой бархатный. Очень приятно выглядит, хочется его трогать. Следующие мелки уже от Невской палитры. Что это у нас, по-моему, мастер-класс. Не знаю, под каким брендом они ее делают, но да, буду называть ее тогда просто от Невской палитры. Но, по-моему, она мастер-класс называется. Первый цвет, который я взяла, это краплак красный, и у него 3 пигмента: PR264, PBR6 и PBK7, 317 и 3 звезды светостойкости. Я думаю, их не стоит даже счищать, потому что мелки у мастер-класса запакованы лучше, и поэтому они не сильно-то и попачкались. Следующий цвет 235, просто телесная. Тоже 3 пигмента и 3 звезды светостойкости. PW6, PY42 и PR101. Следующий цвет номер 354. И это петербургская розовая. Тут тоже 3 пигмента: PY6, точнее PW6, PR101 и PV23. Интересно, фиолетового пигмента я еще не встречала в пастели, в той, которую я купила. И последний цвет от Невской палитры это 206. И он на 2 пигментах:
PW6 и PY42, и также 3 звезды светостойкости, а его цвет называется охра светлая. Как можно заметить, у Невской палитры я взяла в основном такие телесные цвета, потому что я подумала, что иногда я рисую портреты, и почему бы не попробовать взять портретные цвета, так как остальные я уже взяла у красного карандаша, у нюанса. Вот. В целом подготовка к рисованию закончена. Сейчас я еще протру руки и попробуем и бумагу, и пастель. Давайте начнем с бумаги. Это первый раз, когда я вообще в принципе пробую абразивную бумагу. Поэтому я взяла вот такой вот небольшой блокнотик для того, чтобы попробовать и все цвета, и в принципе саму бумагу, чтобы понять, нужна она мне или нет. Так как мне нравятся большие форматы больше, но вот для пробы, мне кажется, и такого маленького будет достаточно. Тут размер 10 на 14 и 350 грамм на метр. Также написано, что проложен калькой, подходит для сухой, масляной пастели и угля. 4 листа. Должны быть вот такого вот цвета. На удивление, калька очень приятная и плотная, но она как-то очень нехорошо прикреплена к листу, потому что тут вот можно заметить, что она будто бы немножко наклеена на лист, из-за чего... Вот, даже вот здесь видно следы клея. Из-за чего, мне кажется, будет не совсем удобно рисовать, но мы это посмотрим. А также бросается в глаза, что цвета, указанные на обложке, совершенно не совпадают с теми цветами, которые мы видим внутри. Например, вот этот вот цвет, он должен быть таким ярким и довольно светлым. В то время как настоящий цвет, это, скорее всего, вот этот, довольно темный и приглушенный. Также тут показано, что должно быть 2 зеленых оттенка. Но на самом деле я бы не сказала, что они зеленые. Просто такие вот серые цвета с небольшим добавлением оттенка, даже не то чтобы зеленого, а скорее всего какого-то такого красно-коричневого. Тут вообще такой чисто серый. И то на самом деле непонятно, какой цвет какой. Наверное, вот этот вот, это должен быть вот этот, а вот эти два следуют друг за другом. И получается, вот этот один темнее, другой чуть светлее. Но мне все равно, в принципе, нравятся цвета, но вот только интересно, что они должны были быть, по идее, другими. Забыла отметить, что бумага действительно очень плотная, и сзади, скорее всего, проклеен картон, потому что можно заметить, что она состоит из 2 слоев. Один из которых получается сама эта бумага, а другая просто подложка. Тут есть 2 серых, у которых, по сути, один и тот же тон, но просто один более холодный, а другой более теплый. Вот, наверное, один из них я и выберу. Цвета буду пробовать на вот этом вот более холодном, а рисовать уже буду на более теплом. Я вообще слышала, что белый цвет в пастели не нужен, и мне интересно, почему. Надеюсь, сегодня я это пойму. А так я, в принципе, палитру цветов брала из тех, которыми обычно пользуюсь для пробы цвета. Пастель действительно невероятно бархатно ощущается на этой бумаге. Может быть, она, в принципе, ощущается так на всей бумаге, так как до этого я не пробовала пастель нюанс. И это, можно сказать, моя первая пастель, которая лучше, чем Vista Artista. Но 7 лет назад меня и Vista Artista устраивала. Голубой посуше, чем желтый и белый. И я уже вижу, как много пыли остается от пастели. Очень яркие и насыщенные цвета. Мне прям нравится, как это все выглядит. И красный тоже сухой. Даже суше, чем голубой. Немножко неприятно. Вот даже видно, что в отличие от других цветов, он оставляет больше проплешины и оставляет меньше пыли. И сам по себе он менее мягкий, чем остальные. Но очень красивый и очень яркий. Черный тоже чуть-чуть посуше, чем
розовый, желтый, белый, но мне нравится то, насколько он черный. Давайте теперь выкрасим цвета мастер-класса. Я оторву немножечко упаковки. Наверное, вот со штрих-кодом. Ой, она тоже поломалась. Вон, я вижу. Это просто трещина. Давайте тогда я поменьше оторву. Очень приятно. Мне так нравится отрывать все это. Интересно, будет ли она как-то отличаться. На удивление, она более мягкая. Такая прям бархатистая какая-то в своем нанесении. Но и пыли она оставляет намного больше. Вот, можно прям даже увидеть, как много пыли остается от нее. В отличие от нюанса, который тоже на самом деле пылит. Так, эту тоже сейчас немножечко разденем. Кстати, я даже вижу, что текстура у нее отличается от пастели нюанс. Она более какая-то рыхлая, что ли. Нет, давайте, наверное, сначала 235-ю. Она потеплее. И тоже вот я вижу на ней трещину. Опа. Ну что ж, продолжим это и тогда. Она прям максимально какая-то мягкая. Прям даже непривычно. «354-я по суше и менее охотно отдает пигмент, чем 235-я и 206-я, но у нее очень такой красивый какой-то серый холодный цвет с розовым оттенком. Очень интересно. И вот краплак красный. О, у него прям этикетка сильно приклеена. Ой, какой приятный. Мне казалось, что он более холодный, но вот на вот этой бумаге кажется даже тепловатым. И прям очень красивый такой какой-то винно-вишневый оттенок. В принципе, мне нравится, что я какие цвета я подобрала. Такие, какие и хотела. Потому что по промо-фотографиям было не совсем понятно. А выбирала я их именно в интернет-магазине. Но мне нравится, какая палитра у меня вышла. Я же совсем забыла. У меня есть еще один набор пастели. Момент. Я совсем забыла, что у меня есть еще вот такой вот набор. Тоже от Nuance. И называется он It's Almost Midnight. И тут 6 темных оттенков. Я просто посмотрела на то, что у меня получилось, и вспомнила, что я хотела обычные базовые для себя, такие разбеленные и темные, и я поняла, что я уже брала темные, и вот вспомнила, что да, они у меня есть. Давайте его тоже тогда откроем. Ой, ну тут прям красиво. Тут, получается, была сверху вот такая вот поролоновая бумажечка. Ой. И все оттенки лежали на своих местах. Тут получается 6 цветов. И давайте я скажу, какие. Первый это вот такой вот Additional 49. 2 пигмента PB27 и PBL7. 5 звезд цветостойкости. Следующий это Blue Violet 12, тоже 2 пигмента, PB29 и PB1, 3 звезды светостойкости. Дальше тоже такой голубоватый Additional 50, тоже 2 пигмента, PB27 и PB17, тоже 3 звезды светостойкости. Видимо, у них почти все голубые не очень светостойкие, либо мне такие попадаются. Дальше Additional 30, и тут... Сколько вообще тут пигментов-то? 5 пигментов. PR63-1, PB27, PB15, PR57, PR57, PR57-1 и PY42.
5 звезд цветостойкости. Additional 29. Тут всего 2 пигмента. PR63-1 и PW6. 3 звезды светостойкости. А также Green 13, где 3 пигмента. PG7, PY42, PBL7 и 5 звезд светостойкости. Давайте их тоже теперь выкрасим. Удивительно, как я про них забыла. Отлично, что я про них вспомнила. Первое, это получается такой какой-то черно-синий. Я бы даже сказала черно-синий-зеленый. В отличие от других, он прям сухой-сухой и очень неохотно отдает свои цвета, свои пигменты. Дальше яркий синий, хотя он называется Blue Violet. Ну да, что-то есть у него такое фиолетовое. Но я бы назвала его просто синим. Тоже немножко такой суховатый, но очень красивый и глубокий. Дальше напоминает мне цвет павлинов. Очень сильно пылит, но очень красивенький такой. Мне кажется, я буду его часто использовать. Темно-фиолетовый. Почему-то темные оттенки у Nuance намного более сухие, чем светлые. Вот, тоже очень красивый. Немножко глухой. Такой бордовый. Ой, тоже очень красивый. И, я бы сказала, болотный зеленый. Помягче, чем остальные из этого набора. Наверное, потому что он посветлее. Вот можно посмотреть, сколько пыли оставляет каждый из цветов. Получается, самый пыльный — это красный от Невской палитры. В принципе, Невская палитра более пыльная. И светлые от Nuance тоже довольно пыльные. Давайте, наверное, я попробую еще на этой бумаге сухие карандаши. Почему сухие? Пастельные карандаши. Вот, можно заметить, что я ими когда-то пользовалась. Тоже больше, чем я думала, кстати. Желтенький сломался. Давайте его и выкрасим. Все. Давайте тогда возьмем оранжевенький. Да, они, конечно, намного суше пастели, но все равно поприятнее, чем на обычной бумаге. И голубой давайте, вот синий какой-нибудь. Вот он помягче, кстати. Ну да, в целом, как и ожидалось. Но мне нравится, насколько они хорошо ложатся на эту бумагу, поэтому, думаю, сегодня я их тоже использую. И просто ради интереса, наверное, давайте еще выкрасим масляную пастель. Вот у меня тут есть красный мелок недалеко. Куда бы его воткнуть? Давайте вот сюда. Кстати, очень приятно. Прям как по маслу. Но расход, я думаю, тут будет просто гигантский. Ну, кстати, интересно смешивается на этой бумаге. Ну да, расход не маленький. Мне, кстати, нравится эффект. Выглядит будто прям краской нарисовано. Что бы еще здесь попробовать? Вот, давайте попробуем Color Soft от Derwent. Color Soft на этой бумаге мне нравится намного больше, чем на обычной. Меня, в принципе, устраивают эти карандаши, но они не мои любимые из-за того, что для меня они довольно сухие. Но вот на этой бумаге они кажутся довольно такими уж даже масляными. Давайте возьмем, не знаю, условные призмы. Почему условные? Реальные призмы. И посмотрим, что с ними. Ой. А вот они мне, кстати, нравятся меньше на этой бумаге. Прям будто свечкой рисуешь. Хотя на обычной бумаге это одни из моих самых любимых карандашей. И давайте, может, я не знаю, вот еще давайте еще один Color Soft.
Ну да, вот он прям сухой, даже слышно. Но мне действительно в нанесении на этой бумаге они нравятся намного больше, чем на обычной. Еще мне интересно попробовать лиры. Ой, вот они прям приятненькие. Прям маслянистые такие. По смешиванию. Ой, и прям хорошо так накладываются. Даже не то, что накладываются, мне кажется, там один слой сцарапывает другой. И получается такой эффект. Да. Они, получается, замещают друг друга, как мне кажется. И что еще у нас осталось? Полихромосы я хотела попробовать. Голубой полихромос. Ой, вот ими прям особый какой-то кайф рисовать. Но стачиваются, как я уже сказала, прям очень быстро. Сейчас мне еще интересно, что будет, если их на пастель наслоить. О, ну, в целом отлично. Да, наносится без проблем. Немножко странно выглядит. Но в целом для каких-то эффектов подойдет. И есть у меня еще китайские карандаши, которые мне очень нравятся из-за своей маслянистой такой структуры. Хотя они 100% на воске. Это обос. Вот так вот они называются. Ну, во, видно. Ой, ну на этой бумаге они мне что-то прям совсем не нравятся. Ну-ка, давайте другой цвет какой-нибудь попробуем. Ой, нет. Они прям противные. Прям аж до мурашек пробирает. Удивительно то, насколько они приятные на обычной бумаге, какие они противные на этой. Хотя, казалось бы. А вот интересно, перекроют ли светлые карандаши темную пастель? Давайте возьмем вот беленький от Derwent. Обычные пастельные карандаши. Сейчас где-нибудь вот... Нет, черный я не хочу. Вот этот ярко-синий. Да. Отлично перекрывает. А если обычный карандаш? Вот, допустим, белый полихромос, который я вообще не вижу смысла в нем на самом деле. И он перекрывает. Но не так отлично, как обычный пастельный карандаш. Но в целом отлично. Что ж, с этой бумагой разобрались. Вот как интересно крошки с нее сдувать. Как вообще это пастелисты делают? Ну, в целом, мне нравится результат. Выглядит неплохо, ярко и довольно плотное нанесение. Давайте теперь попробуем нарисовать что-нибудь. Я поняла, что я еще не попробовала никакие растушевки. Сейчас даже не знаю, вот у меня есть кисточки такие дешевые. О, ну, в принципе, для моих задач, то, что мне нужно, оно справляется. Еще пальцем попробуем. Пальцем вообще отлично, но я не люблю вообще ничего пальцем размазывать. Поэтому остановлюсь на кисточке. А вот и первый минус этой склейки. Я решила оторвать один лист, но в итоге оторвала всю склейку. Поэтому будьте осторожны. Но мне, в принципе, это не важно. Но зато отметился плюс вот этих приклеенных листочков. Если вы отрываете один лист, то калька остается на листике. И, в принципе, это отлично для сохранности работы. Поэтому, что же, никаких минусов в этом теперь я не вижу. Если вдруг вам кажется, что я сама не понимаю, что делаю, то вам не кажется. Я не просто давно не рисовала пастелью, а в целом делала это очень небольшое количество времени, и поэтому у меня не так много опыта. Кроме того, у меня никогда не было настолько мягкой пастели, и поэтому сейчас все ощущается как в первый раз. Я рисую своего персонажа, его зовут Райан, и он рок-музыкант, а точнее даже солист в рок-группе, и он кот. Вообще его оригинальный окрас это белый, но в этот раз мне почему-то захотелось поэкспериментировать. Я обычно тестирую большинство новых материалов на каких-либо животных или существах, поэтому и этот раз не стал исключением.
К сожалению, в данном скетче я почти не использовала пастель от мастер-класса, так как мне не понадобились ее цвета, поэтому я не могу рассказать про нее много, но в целом она отличается от пастели от Nuance. Как я уже отмечала, пастель от Невской палитры более рыхлая и не такая бархатистая, но это, скорее всего, визуальное впечатление, так как в работе пастель от мастер-класс довольно приятная, но оставляет больше пыли. Однако она мне понравилась своей мягкостью и удобной упаковкой, так как у этой пастели весь мелок покрыт этикеткой, поэтому руки будут оставаться более чистыми. По бумаге могу сказать, что она мне нравится и ощущается намного лучше, чем обычная бумага с пастелью. И хотя я эту пастель не особо тестировала на обычной бумаге, чисто по воспоминаниям могу сказать, что на абразивную бумагу пастель ложится более охотно и лучше закрепляется. В целом, цвета пастели отлично смешиваются как пальцем, так и кисточкой. Можно заметить, что на рисунке я пробовала смешать розовый и голубой, и результат в целом меня устроил. Также хочу отметить, что на этой бумаге довольно удобно делать правки. Например, если какой-то цвет не понравился или находится не на своем месте, то его, по сути, возможно убрать кисточкой и поверх него добавить уже другой, новый, верный цвет. В целом, мне, в принципе, понравился процесс, и то, как цвета друг на друга ложатся, и то, в принципе, как они разносятся по бумаге, и бумага мне понравилась, довольно приятно, на ней все работает. Пастельные карандаши, как обычно, довольно сухие, и я не могу сказать, что мне прям приятно ими работать, но мне нравится уточнять ими всякие детали. А так, в принципе, мне понравился этот опыт, и, наверное, я продолжу экспериментировать с пастелью дальше, но уже на более больших форматах, потому что все-таки это мелковато для меня и даже для скетчей. Это был такой эксперимент сразу со всех сторон, и по формату, и по материалу. Поэтому в следующий раз я обязательно возьму формат побольше, так как мне интересно, что еще я могу нарисовать, но уже на привычном мне размере. И вот такой вот результат у меня получился. Не скажу, что я прям полностью довольна тем, что вышло, но я думаю, для первого раза неплохо. К тому же мне понравился процесс, а это, я считаю, самое важное. Большое спасибо, что были со мной, надеюсь, вам понравился этот видеоэксперимент, и жду вас в следующих видео. До скорых встреч!